Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Задержанный 7 января в Казахстане известный криминальный авторитет Арман Джумагильдиев по прозвищу «Дикий Арман» проходит по одному уголовному делу о попытке насильственного захвата власти в стране вместе с бывшими руководителями Комитета национальной безопасности. Кроме того, авторитету вменяют организацию массовых беспорядков, незаконный оборот оружия и похищение. Сам Джумагильдиев уверяет, что во время массовых протестов в стране он пытался успокоить ситуацию. Вместе с тем расследование в отношении предполагаемых организаторов протеста засекречено. В Казахстане не утихают страсти вокруг криминального авторитета Армана Джумагильдиева, задержанного 7 января в Алматы по подозрению в причастности к организации массовых беспорядков в стране. В среду, 2 февраля, он снова попал в заголовки новостей. Адвокаты заявили, что Арман исчез из СИЗО МВД. Впрочем, через несколько часов Джумагильдиев нашелся. Выяснилось, что его перевели в СИЗО Государственный комитет национальной безопасности, не уведомив об этом защитников. Он находится в изоляторе Комитет национальной безопасности. Его непонятно за что выдворили в камеру карцерного типа, рассказал адвокат Талгат Есимов. По его словам, Джумагильдиев сейчас отказывается от сотрудничества со следствием и никаких показаний давать не собирается. Представители межведомственной следственной оперативной группы, которая занимается расследованием январских событий в стране, считают, что Джумагильдиев мог быть связан с экс-руководителями КНБ, в частности с находящимся под арестом бывшим замглавы ведомства Даулетом Ергожиным. Так, в ответе следователя на ходатайство адвоката Игоря Иворского о его допуске к защите Джумагильдиева говорится, что СД Комитета национальной безопасности Республика Казахстан расследуется настоящее уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статья 179, часть 3 Уголовный кодекс Казахстана в отношении Даулета Ергожина и других, материалам которого присвоен соответствующий гриф секретности. В постановлении указано, что по этому делу проходят бывший замглавы КНБ Казахстан Ергожин и другие лица. Я так понимаю, что Ергожина тоже обвиняют в организации всех этих незаконных митингов. Хотя я не понимаю, при чем тут вообще Комитет национальной безопасности и Джумагильдиев. Во всяком случае, то, что мы видели в интернете касательно Джумагильдиева, говорит не о его вине, а скорее об обратном, заявил Иворский. Даулет Ергожин с ноября 2016 года был заместителем главы КНБ Казахстана. 9 января 2022 года его сняли с должности, а 13 января задержали. Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий. По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Карима Масимова, задержаны бывший заместитель председателя КНБ, начальник службы специального назначения Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин, говорилось в официальном сообщении ведомства. Адвокат Талгат Есимов связь Дикого Армана с руководством КНБ опровергает. По его словам, Джумагильдиев никогда не был знаком с руководителями ведомства. Он отмечает, что изначально Арману вменялись несколько статей: Уголовный кодекс Казахстана, организация массовых беспорядков, перевозка и хранение оружия и похищение людей. Как мы понимаем, в Следственном департаменте МВД есть свое расследование, а у межведомственной следственной оперативной группы свое. И достоверной полной информации о том, что ему вменяется, в чем он обвиняется, у нас до сих пор нет. В устной форме нам говорили, в частности об организации массовых беспорядков. А в постановлении, где упоминается Ергожин, указывается уже совсем другая, параграф 3, статья 179 Уголовный кодекс, Республика Казахстана,
Но никаких деталей на этот счет пока нет, говорит адвокат Яворский. Талгат Есимов уверяет, что Джумагильдиев не выступал против действующей власти. При личной встрече он мне сказал, что он патриот своей страны и поддерживает курс нынешнего президента Токаева. Когда были беспорядки, он всеми силами, как гражданин, пытался наоборот успокоить толпу, пытался защитить здание. Это все есть на видео в его Instagram, как он выступал на площади, призывал успокоиться граждан. СМИ и другие люди, которые делают из Армана крупного криминального авторитета на уровне СНГ, хотя я с этим категорически не согласен, пишут, что он как будто бы влиял на политическую обстановку. Он никак не влиял на политическую обстановку. С его слов, когда все события начались, его попросили тем влиянием, которое он имеет путем социальных сетей, остановить буйствующую толпу. И попросил его один из руководителей департаментов КНБ. Потому что в Алматы сотрудников полиции на тот момент не осталось, военные только позже вмешались в регулирование беспорядков и мародеров, подчеркнул Есимов. Казахский политолог Айнур Курманов уверен, что Арман Джумагильдиев был активным участником январских протестов, что, по его словам, обусловлено его давним сотрудничеством с прежними властями страны и спецслужбами. Сам Арман Дикий не является самостоятельной фигурой на политической арене. Ранее он входил в круг лиц, которые непосредственно поддерживали Нурсултана Назарбаева. Не только по моему мнению, а по мнению многих экспертов, Арман Дикий был завербован КНБ, был, так сказать, в тесном контакте со спецслужбами страны. Я думаю, это произошло еще в начале 2000-х. Тогда он участвовал в погромах оппозиционных мероприятий, заявил политолог Айнур Курманов. По словам эксперта, Арман пытался участвовать не только в криминальной, но и в политической деятельности. Он пытался сформировать пантюркистские движения в Казахстане, которые пользовались покровительством некоторых казахских чиновников. На крупнейших рынках в Алматы трудились сотни тысяч людей, и среди них много криминальной молодежи. Они были организованы в соответствующие бригады, их как раз курировал в том числе и Джумагильдиев. Они специально мобилизовали этих молодых людей для того, чтобы в ходе беспорядков направлять их в центр города. Есть множество свидетельств, что криминальные группы организованно участвовали в погромах и мародерстве конкретных торговых центров, конкретных магазинов. Их специально направляли, то есть они не все подряд громили, а конкретные объекты, принадлежащие конкретным олигархам. Их действия были скоординированы, видимо, заранее был составлен план и была руководящая рука, которая их направляла. Помимо этих банд, были и вооруженные группировки еще более серьезные. По сути, произошла спайка криминального мира и КНБ. И Арман Дикий здесь просто инструмент, ни в коем случае не главный организатор всех этих событий. Он выполнял приказ, как завербованный агент КНБ. Его использовали в этих целях. Причем сам он на видео якобы пытался успокоить толпу, но на самом деле, нет, он так или иначе принимал участие в этом заговоре, организованном генералами КНБ. Думаю, что Арман скорее всего сядет. Более того, я переживаю за то, как бы его не ликвидировали еще до суда или после, ведь он многое знает изнутри. Надеюсь, на волне внимания СМИ до этого не дойдет.